Все заволокло тучами, стало темно. Уже 2 дерева упало. Всем привет! Всех рад приветствовать на своем канале. Спасибо, что заходите. Спасибо, что интересуетесь моим творчеством. Ну и, соответственно, поддерживаете меня. Я выбрался на очередную стройку своей избушки. Вот. Сегодня я буду продолжать делать сруб, ну и что-нибудь по мелочи. Надеюсь, вы оцените этот ролик и проявите свою активность. Для вас это несложно, поставить лайк этому видео, ну и написать какой-нибудь комментарий. А для меня это приятно, ну и меня это мотивирует не забрасывать и продолжать снимать. Все, я практически дошел, вот, и сейчас разгружаюсь, снимаю свой портфель и приступаю к работе. Всем приятного просмотра, друзья! В лесу у нас прошел дождь, все сыро, все кругом вымокло. Пока я дошел, я тоже весь вымок. Хочу я сейчас разжечь костер, чтобы можно было в процессе работы при отдыхе немного как обсушивать себя. Ну и дополнительная защита от комаров будет, от мух. Так что сейчас первым делом вот собираю пилу, напиливаю себе немного тюлечек, раскалю и разжигаю костер, в общем, друзья. А так все отлично, все на месте, никого не было. Тент наш на месте, не унесло его ветром, ничего не порвало. Притащил я 3 бревна, вот, ровненько распилил по 3 метра. Таскаю сегодня при помощи веревки вот, на удавку и потащил.
Таскается хорошо. После дождика бревна скользкие. Вот. Там у меня еще 2 бревна. И в той стороне еще, по-моему, 4 бревна. Вот. Их я сейчас точнее подтащу. Ну и буду продолжать дальше рубить сруб. Вот 3 венца. Так, 4 у меня, 5. Ну, нормально, в общем, где-то на 2-3 ряда сейчас подтащу бревен. Вот таким образом я распиленные бревна наклоняю на деревья. Это чтобы их видно было издалека. А то вот в таком валежнике, в таком хламе, вот если их распилить, то их запросто не увидишь. Вот. А так, стоя, их очень заметно. Вот у меня еще вот одна наклоненная стоит. Ну то есть вот 3 штуки у меня еще в этом месте. Все, сейчас подцепляю веревкой и тащу туда. В общей сложности принес так 5, 8, 9 бревен. Вот. В принципе, достаточно. У меня еще вот куча вот там лежит, нетронутые. Это я напилил. Они у меня немножко потоньше. Вот. Эти я специально побольше заготавливал. Те вот, наверное, у меня вот, как вот это бревно. Они пойдут у меня потом. Пока вот эти буду использовать, которые потолще. Вот, продолжаю я делать 3-й венец, докладываю 3-й венец. В прошлый раз я не успел, у меня аккумулятор сел. Вот, уже расчертил чертой плотницкой. И все, сейчас буду чашу рубить.
Заканчиваю я уже с 4-м рядом. Тихонечко укладываю. Процесс уже, друзья, не показываю, потому что все одно и то же. Вот, но с каждым бревнышком результат получше. То есть уже зазор намного меньше, чем вот если сравнивать с первым венцом. Ну вот так вот. Погодка разыгралась. Все стало хорошо, тепло. Ну вот сейчас снова вот эту подгоняю. И все, запиливаюсь. Чаши получается выпиливать быстро, потому что бревна у нас маленькие. Вот. А с большими мы бы мучились очень долго. Да еще тем более без пазов. Даже, знаете, больше, наверное, разметка уходит, нежели выпиливание чаши. Чтобы проверить себя, когда делаешь черновую чашу, вот у вас, когда вот бревно так находится, вы делаете черточки, собственно, вот они. И центр этих черточек как раз должен быть крестик. Крестик вот этот, который вы размечаете, когда обозначаете верх бревна. Вот у меня здесь все четко ровно. Вот тем самым можно определить, не смещается ли у вас стена куда-то в сторону. Ну, это обычно плюс-минус, но все же. Вот так вот. Здесь у меня ровно по центру. То есть вот под крестику буду сейчас запиливать черновую чашу. Вот. Запил у меня такой будет. Сруб растет уже целых 4 венца. Так, хочу я замерить. Получилось 76 сантиметров. Глубина вырытой ямы составляет ровно 1 метр. То есть, друзья, еще мне нужно где-то сантиметров 30. Это, наверное, точно ряда 3, а лучше бы 4, чтобы венец последний, который я срублю, он выступал над землей. И, в принципе, можно уже заниматься самой укладкой. Быстрота рубки сруба, его качество напрямую зависит от инструмента, которым ты работаешь. Пила должна быть мощная, цепь должна быть острая, и топор должен быть очень острый и удобный. Посчастливилось мне использовать в своей работе топор уральской мастерской Аника. Вот, при своей длине 50 сантиметров и при весе железной части в 850 грамм рубка сруба происходит у меня очень быстро. Топорик очень удобный, очень удобен в использовании как при рубке одной рукой, так и при рубке двумя руками. Топориком я еще пользуюсь мало, но вот у меня появилась вот такая ситуация. Это, то есть, ну, мне кажется, любой, кто будет использовать, пусть он даже профессиональный плотник, бывает такое, да, ты когда сучок рубишь, а этот топор очень хорошо отскакивает от сучков, получаются вот такие вмятины, что ли. Ну, вмятин здесь нету, это след от сырого бревна. Возможно, если
пользоваться им очень долго, то и будут здесь небольшие такие косячки. Вот, хотелось бы, конечно, вот эту часть как-то более усилить, что ли, может быть, даже использовать какую-то карбоновую оплетку здесь. Но так, в принципе, очень качественный, мне нравится. Буду дальше использовать. Главное себе ноги не отрубить, потому что топор, когда я его получил, он был очень острый, что даже брил волосы на моих руках. Ссылочку на топор я оставлю в описании. Там можете почитать. Очень много топориков разных. Есть походные, есть одноручные, есть топоры для валки леса. В общем, этот мой топор, он именно подходит для рубки сруба. Ну и также при использовании одной рукой, то есть походы. Бывает такое, когда рубишь сруб, и, допустим, на одной стене бревна начинают немного уходить с горизонта. Для этого вот следующее бревно, когда кладешь, подкладываешь вот такую щепку. Щепка может быть по толщине разная, в зависимости от того, сколько нужно приподнять бревно. Вот так вот. Это ничего страшного, что стена уходит. Ее можно будет потом выровнять следующим бревном. И у меня бревно, получается, уже стоит ровно. Вот видите, ровно по уровню. Работаю я сегодня в одной футболке. Уже делаю 5-й венец. Вот, осталось у меня 4 бревна. Продуктивность сегодня у нас высокая. Так. Деревья у нас тут хрустят. Продуктивность высокая. Комары, пауты не кусают. Бревна под боком. И, в общем, получается намного лучше. Да и на самом деле рука уже поднабилась. Получается у меня чаши выпиливать очень быстро. И, в общем, все идет как надо. Ношу я с собой шумовой пистолет. Бывает, в лесу стоят непонятные звуки. Вот когда полная тишина и где-то рядом совсем хрустят ветки. Такое ощущение, будто кто-то рядом ходит. Вот. Специально для этих моментов я взял этот пистолет, но пока ни разу еще им не пользовался. Вот. Но не знаю, надеюсь, до этого дела не дойдет. Но все же, пусть он будет, чтобы можно было подать звуковой хлопок, чтобы отпугнуть зверя, который здесь будет рядом.
Разогреваю я себе полевую еду. Это перловка с мясом. Сделаю сейчас небольшой перекус. Запахи, друзья, стоят здесь. Это просто неописуемо. Сруб становится большим. Еще венец 1,5, и класть его будет не так удобно. Придется, наверное, что-то придумывать. А возможно, и уже хватит этой высоты. Да, может быть, и хватит, друзья. Приятного аппетита. Хлебушка не хватает, правда. Вкусно. Небо резко поменялось. Все заволокло тучами, стало темно. Лишь бы мне не пришлось вот обратно под дождем идти. Либо его пережидать здесь. Больно уж что-то грозно на небе. Вот так вот все внезапно, все заволокло и сыпанул дождь. Ладно, у нас вот есть тент над головой. Будем переждать, что теперь. Лишь бы он не затянулся, а то придется выбираться в дожде. А у меня ни дождевика, ничего нет. Да. Ветер-то, видать, верховой. Валит все старые деревья, которые еще стоят. Уже 2 дерева упало. Друзья, я не знаю, что делать. По прогнозу сегодня дождя не обещали. Я не знаю, может быть он затянется, может быть мне вообще собираться и идти. Хотя вот вижу, просвет уже идет. Возможно, тучи уходят. Не знаю, еще подожду немного. Если не стихнет, то буду собираться и выходить.
Заканчиваю на сегодня ровно 5 венцами. С обеих сторон 5 венцов. Итого, друзья, уже у нас 20 бревен позади. Вот. Погода у нас распогодилась. Стало хорошо. Правда, вот преподнесла она нам немного пакости. Придется мне идти по сырой траве. Вот так вот. В принципе, я на сегодня уже заканчиваю. Вот. Ровно 5 венцов, друзья. Тихонечко, уверенно идем уже к дальнейшему строительству. Вылазка сегодня прошла у нас продуктивно. Положил я так 3,5 венца у меня было. Сейчас 5, 1,5-2 венца, что ли, я положил. Вот так вот, успехи. Сейчас перед выходом буду устанавливать фотоловушку. Посмотрим, какие ходят у нас дикие животные здесь. Буду заканчивать на этой минуте. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Огромное спасибо всем, кто поддерживает этот ролик. Ставит лайк, пишет комментарий. Ну и заходит еще, друзья. Вот, слышу, где-то в стороне гремит, поэтому собираю сумку и выхожу, друзья. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Надеюсь, потому что уже вторая серия про то, как я рублю сруб. Все одно и то же, даже мне надоедает. Еще чуть-чуть, и у нас сменится работа, и будем дальше делать. Там уже более интересные кадры пойдут. Вот. Так что прощаюсь. Всем до новых встреч. Заходите еще. Всем пока.